Алима! Алимошки! Алимончики! Вылазим, все мокрые уже босыки. Давай ты тоже, шастик. Этим вот вообще день, только эти пару дней, 2 дня им. А лимончики, быстренько, козочки. Это первые дни они в дневном сидят. Потому что если их не закрывать, они ходят с козами и устают и ложатся спать в поле. И потом козы их бегают по всему полю, ищут. И я тоже с ними бегаю. Поэтому я их закрываю в ящик. И они первые дни там сидят. А потом вот у меня загончик есть такой. 2 таких загона. Тоже авторское, дизайнерское укрытие для животных. Переносной. Проектов это дом, который можно перевозить. И здесь я его разрабатываю. То есть это прототип, рабочая форма, скажем так, с которой я творю. Вот я создал одну большую комнату, которая максимально помещается на прицеп по ширине. 3 на 2, 20. И вот эта комната сейчас установлена здесь. Я ее сам могу, она разбирается на как конструктор, то есть 4 стены, 3 секции пола, 3 секции потолка. И как бы все это разбирается, переносится. Я могу один это все перенести и за день один это все собрать. Для печи отдельная комната, вот, в которой как бы все эти печные истории находятся. И есть комната для жилья, то есть в этой комнате я живу. Ну, я не строю из мусора, я строю из новеньких штучек каких-то. Тем более их так просто можно купить, немножко поработал, заработал денег и купил все, что хочешь. Сейчас в этом потребительском обществе можно купить все, что хочешь, очень быстро. А как ты деньги зарабатываешь? Вот. Ну, так, как могу. Я продаю молоко, провожу занятия по боевым искусствам и еще гоняю на скутере по городу, как райдер. Но когда я нахожусь у себя здесь на станции, в моем кочевье, у меня тут останавливается время, как бы вообще, оно уже не такое быстрое, как там в городе. И здесь можно прям вот не заметить того, что город вообще есть. Что вообще город и все эти проблемы человечества вообще существуют. Можно прям даже забыть про них. И мне нравится, что у меня есть такое место, хоть я и бываю в городе, но я возвращаюсь все равно на природу. Я поставился такой целью создать дом, который вот подходит именно мне для того, чтобы жить так, как я хочу. Потому что условия, дом это условия, как бы, и если их правильно организовать, все эти условия в одном жилище, тогда вся жизнь становится продуманной. Я решил реализовать жилище не просто там то, которое я смог, да, а именно в стиле
в стиле натуральном, в стиле природы, в зверином стиле. То есть есть такой стиль дизайна. Вот поэтому я создаю такой дом, который можно переставлять. То есть с одного места на другое. То есть чтобы можно было пожить на природе, где-то вот прям словить кайф жизни на природе, там, где никто никогда не сможет построить дом. То есть можно прийти, поставить дом хотя бы на месяц или на зиму и просто пожить, посмотреть вокруг. То есть моя задача была такая. Изначально я хотел создать станцию для экологов. То есть и в итоге она переросла уже в станцию для путешественников. Наши предки, индейцы, да, индианисты там, и так далее, древние предки, древние люди, они в доме отдыхали, они жили. То есть им надо было прийти в дом, он в доме мог снять броню, никто его там не укусит, никто его не убьет. Он просто лег, поспал, выспался, поел, оделся, высушилась там одежда и пошел дальше заниматься поиском ягод, там, охотой там, и так далее. Долго практиковал ушу в городе, учился там и так далее. И вот как раз по моей практике боевых искусств они соединились с моим поиском на природе. То есть я, наблюдая за мастерами там, древности, которые придумали системы, которые до сих пор трудно как бы представить современным людям, боевые системы, они придумывали на природе их. И получается, а я их изучал в городе, в зале. То есть и было какое-то искажение. То есть спортивное какое-то искажение. И поэтому я решил, что понять эти все системы, познать китайское боевое искусство не получится в городе. Там получится познать только зависимость от этого всего и стать представителем какой-то там традиции, спортивной секции там, и так далее. Покладистая. Это Светка. А все остальные вот эти вот, это все потомство вот этой козы. Ее зовут Майя. Я считаю, что имена – это особая древняя магия, и они как бы защищают носителя. Как его назовешь, ну, такая у него и миссия. Вот. Ну, имена, они должны как-то веселить тоже. То есть прикольно, когда может, называешь их африкосины, а они думают, что они африкосины. А вот это гигантус. Только вчера родилась, но она уже крупнее всех остальных. Поэтому она гигантус. У тебя природа. На природе там смерть везде как бы прячется. Там можно... Ты видишь, как животные там умирают. Допустим, вообще, когда у тебя много животных, и ты наблюдаешь за их короткими жизнями, которые проходят там год, они живут там, да, они творят какие-то поступки, и становится заметно, что из-за их поступков они как бы и ограничивают свою жизнь. Вот кто хорошо там себя ведет, да, правильно поступает вообще во всем, там, добрый ко всем, заботливый, у того и жизнь длиннее, как бы проблем меньше. То есть получается, что наблюдение за животными – это второе, что обязательно должно присутствовать в воспитании самого себя. Надо наблюдать вот за природой. И молодым умам, допустим, детям и так далее, им обязательно надо смотреть вот именно как эта природа, как все в этой природе устроено. Поэтому как бы, это еще одна из причин, почему надо вести натуральное хозяйство. А с натуральным хозяйством и появляются и условия, и дом должен быть такой, чтобы натуральное хозяйство было комфортно. Вставай. У меня козы, потому что козы умные. Поумнее, чем другие животные. И они самостоятельные. То есть они приходят, уходят. У меня ушло 8 лет на то, чтобы организоваться так, чтобы вот мои животные не мешали мне и не заставляли меня жить как-то по-другому. То есть они сами ходят, сами пасутся. Я прихожу только и получаю от них молоко, потомство и как бы кайфую. И они знают, что я их хозяин, и постоянно держатся со мной, потому что я им обеспечиваю уменьшаю их количество. Получается, они за ту заботу, за ту защиту
отдают мне свое потомство, и их не так много, а всех вкусностей все так же много. То есть, получается, в их интересах не разрастаться, а оставаться маленькой группой. Но это трудно сделать, когда как бы нету хищников. Поэтому козы, они считаются как вредителями в лесу. И сейчас территории все ведь кому-то принадлежат, или частной собственности, или государству. И как бы с козами большой вопрос. Всех животных общество уже организовывает в какие-то хозяйства, из которых они уже выйти не могут, и они уже не свободные, получается. А у меня животные, они свободные. Они постоянно на природе, они как бы вот в своей стихии, можно сказать. Так. Поэтому коза — это самое, такое неприхотливое животное и как бы такое полудикое. Оно можно отпустить, допустим, свое стадо и пойти куда-то в поход. Вообще полностью оставить стадо. И потом вернуться, и стадо будет огромным. Оно такое же будет. То есть козы — это уникальные существа. Я много раз отпускал коз просто так, и мои козы ходят сейчас по горам, живут, как бы можно их идти и собирать. Как бы там уже большие стада. Это зайчик. Козлик очень такой добрый. Парень, но самостоятельно сильно. Он первый родился? Нет, не первый, но он крупный самый. Из козлов. Ну и такой. Одиночка. Ну, в плане того, что ему комфортно. Без ослика вообще я не представляю, как можно жить на природе без осликов. Это просто, ослик это просто здоровье и красота. Без ослика это невероятная тяжесть, вот эти тягать туда-сюда, эти дрова, эти вещи, все это, это так, это превращает человека в какого-то такого морщинистого, злого карлика накачанного. Который постоянно замученный такой, ему надо мешок свой дотянуть. На ослика все погрузил, это вообще-то счастье. Единственное, что ослик кричит, громко кричит и может кричать в любое время, но он как сигнализация. То есть, если кто-то идет, и он же сидит где-то в кустах, ослик, постоянно. И он учует, все увидит, он очень далеко слышит, очень хорошее у него обоняние, все. И он начинает орать, предупреждая о том, что кто-то пришел. То есть это вообще круто. И также и животных, то есть даже лиса, если придет, он начнет орать. То есть он одна из самых, наверное, лучших животных, которое дано людям, это ослик. На Новый год ходили с ним, выступали. Куда? В санатории. Наступил типа год лошади. Ну и мы закосили под коня. А что делали-то? Фотографировались. Думаешь, какое-то цирковое представление. Ну да. Пару раз навалили там пару куч. Прям помещение? На ресепшене. И в жилище всегда должен быть огонь. И я поставил такую себе задачу, что надо создать дом, в котором будет по-любому огонь. То есть невозможно, чтобы жилище было без огня. То есть, когда ты живешь на природе, в доме, в котором горит огонь, постоянно. Это древняя практика принятия нашей истории, потому что с самого возникновения формы людской огонь — это наш спутник.
То есть мы всегда с огнем были. И поэтому современная как бы, ветвь развития эволюции людей, она как бы дистрофична, потому что в ней нету огня. Огонь остался в зажигалке, как бы, или на газовой плите. Он настолько эволюционировал, то есть, что с ним мало контакта. А на самом деле люди, они взаимосвязаны с огнем, и огонь решает многие проблемы. И вот учусь попадать в цель, потому что у меня козы там купил, чтобы, надо было сделать свой собственный лук. Уже весной надо выходить. Даже сейчас можно уже выйти на охоту. Но я пока еще думаю, так сразу и не попаду. Хотя, кто знает. Надо думать о всех моментах жизни, таких как и питание. Питание это очень важно, потому что я каждый день готовлю еду. И ем только ту еду, которую приготовил. То есть я каждый день готовлю новую еду. И питаюсь просто кашами, крупами, хлебом, который сам пеку, мясом, которое сам вырастил, молоком, всякими йогуртами, заквасками, сыром. И весной даже выращиваю петрушку, там зелень такое в коробочках. Поэтому в основном у меня молочная диета и зерновая. Плюс я еще принимаю много жира козьего внутреннего. Мясо ем не часто. У меня бывает, когда холодно, много дел там всяких, мяса хочется. Вот у меня мои закрома, хранилище моих продуктов. И я практически ничего не съел. То есть я питаюсь немного. Что там у тебя? Вот можешь посмотреть. Этот специи, рис, макарошки, геркулес. Даже пачка сахара есть. Яйца надо купить, наверное, себе. Яйца у меня куры несут. Да. Вот такой жир, внутренний козий жир. Очень полезный. Мешает развиваться раковым клеткам. Поэтому тот, кто ест внутренний козий жир, не болеет раком. Ну и вообще, мой образ жизни, он определен, конечно же, здоровьем. Что надо вот так жить, чтобы быть здоровым на протяжении всей жизни. И еще научить здорово жить других людей, детей. Воспитывать. Поэтому для этого надо здоровое питание. И я создаю много продуктов для здорового питания. У меня их покупают в городе. Городские жители просят, чтобы я привозил им чистые продукты. Я это делаю и так зарабатываю небольшие деньги. Здесь очень удобно зимой переживать. А у кочевников есть
тоже этапы жизни, там разные ситуации. Вот, и у меня была тут ситуация, шакалы, дикие собаки, напали на стадо коз, с которым я пришел сюда 4 года назад. И угнали стадо в горы. Ну и по дороге там его покоцали, потом покоцали его охотники там какие-то, браконьеры непонятные. Короче, в итоге осталось у меня тогда 2 козы из 15. Ну и вот, если бы не эта ситуация, я бы отсюда уже ушел. Но так как потерял большую часть скота, я решил, что придется на этом месте зависнуть аж на 4 года и восстановить поголовье. И вот сегодня я уже почти, 80% этой задачи исполнил. То есть я заново создал стадо. Я сегодня запланировал пару картин нарисовать. Я рисую слова. Это моя авторская техника. Я к этому шел 40 лет. Вот, и наконец-то пришел. Поэтому слов много и рисовать можно постоянно. Я летом рисовал. Но все равно, техника молодая, называется рюми. Есть такой танец у суфиев, руми называется. Но так как я тоже суфизмом занимаюсь, то есть создаю свою культуру без всяких других источников, типа религиозных, от Бога. Поэтому я назвал эту технику рисования слов рюми. Ну, она созвучна с руны. Но тот, кто выбрал свой путь как путь искусства, то есть художник или артист, то показывать это искусство становится его обязанностью, потому что это определено в этом пути. Поэтому, конечно, надо показывать свое искусство, если ты артист и художник. А тут думаешь, что нарисовано? Мне кажется, это человечек. Серфер. Ну, похоже. Что это? Скромность. А мне кажется, наоборот. Такая женщина сидит, так вот ее коленки, вот рука, вот голова на пляже сидит такая нескромная. Крым. Нормально. Крым наш. Ну, то есть я их отрисовываю уже давно, много лет. А вот сегодня как раз пришло время побывать в картинах.
этим полем начинается охотхозяйство. Вот это вот тоже все охотхозяйство. А ты себе не хотел бы охотничью собаку, чтобы она зайцев приносила? А охотничья собака будет животных хавать? Ну, ее можно же с детства приучить, чтобы не хавала. Не получится, она на все, что бежит. Но у меня была собака, которая ловила коз. Можно было показать пальцем на козу, ну, сказать команду. И она подбегала и за шею хватала и держала. Я хочу завести собаку пастушью, коли, породы коли, но она очень дорогая, у нас их мало. Ну, если вообще есть, вообще, может, в Крыму даже и нет. Ну а как в наше время вот кочевать, когда все получается частное? Ну, не все частное. Еще не все частное. Есть муниципальные земли. И вообще, как бы в этом направлении надо трудиться. Потому что надо совершенствовать общество. Вот. Да, есть проблема в том, что типа все частное. Но это так кажется. Есть земли, которые не используются. Они вроде как частные, но они не используются. Ну, то есть частные в смысле принадлежат государству, как частная собственность. Есть же типа индивидуальная, то есть частная собственность гражданину принадлежит. Там нельзя, да. Вот такие территории занимать нельзя. Ну, как их там занимать можно, но сразу прибежит и скажет, это моя типа частная собственность. Я потратил деньги, вот. Но тут есть тоже нюансы, можно сказать. Ваша частная собственность должна быть помечена колышками там и так далее, потому что у меня тут целая экспедиция как бы кочевая, тут путешествие. Я не буду занимать вашу частную собственность, если она недоступна. То есть надо как-то защищать свою частную собственность. То есть получается момент есть пару, 3, 4 неделя, 2 недели, даже можно зависнуть даже на частной собственности. Я не хочу ничего строить на этой частной собственности. Я даже не знал, что это частная собственность. Даже в суд можно обратиться, кстати, а я и не знал. Но у меня только, чтобы собрать всю мою станцию, 2 недели. Вот эти 2 недели я и могу тут находиться по факту. Даже суд определит, что вот 2 недели на любой частной собственности я могу находиться. Потому что у меня вот это собирать, вот это, надо же тратить время. Так как он не поставил забор. Если бы он поставил бы забор, свою частную собственность показал бы, то я бы не смог бы, да, действительно. Но сейчас есть карта кадастровая, по которой можно вычислить, частная ли это собственность или нет. То есть она передана уже собственнику или нет. В основном, как бы, земля арендованная, то есть у государства, люди арендуют. И как бы, а есть та, которая еще даже не определена. То есть она как бы есть, это не лес, это непонятная, типа неопределенная земля. И каждый гражданин может прийти с колышки поставить, обратиться в кадастр и сказать, вот эту землю я хочу. И тогда ее оценят стоимость аренды, он может ее арендовать и потом в итоге выкупить. То есть она станет его собственностью. И такой земли много, в принципе много. И то есть даже так можно ее зафрактовать, то есть арендовать. Не покупать, а просто арендовать на 50 лет. Этого ж хватит. Ну ты не арендуешь, как ты ставишь? Я не арендую, да. Я просто ставлю на территории, которая явно не частная. То есть не защищена частным правом, ну, в частном порядке. То есть нету колышков, никто не парится. Ну вот, допустим, вот эта территория, это принадлежит не государству, а совхозу. Совхозная земля. То есть и есть момент, что вот они пока ее не обрабатывают, поэтому им по барабану. То есть я не мешаю им, не нарушаю право их на обработку своей собственной земли. У них просто нет возможности это делать. Поэтому этот момент я как раз и живу на территории, у меня как бы такая активная позиция, то есть я передвигаюсь. Вот в этом году, допустим, да, я могу себе позволить здесь пожить. В следующем году уже, скорее всего, нет. Но в этом да. И так у меня много земель. Я постоянно прихожу на территории, где какая-то вот история с этой землей, кто-то там что-то не оформил, не может доказать там, или еще что-то. У меня сколько я прохожу по землям, мне не было ни разу, что я пришел и меня прям прогоняли. Подготовлю полностью все это, соберу для погрузки и уже весной хочу передвинуться на другое место. И огромные территории, в которых спокойно можно жить, но только кочевникам.
Это диджибум. Это уникальный музыкальный инструмент, который существует только в единственном экземпляре. Его создал крымский дизайнер Роман. И мне вот его подарил. Он такой же издает звук, как и музыкальный инструмент диджериду. Класс.